В связи с авиакатастрофой и другими происшествиями за рубежом мы внесли проект закона о защите российских граждан с тем, чтобы по возможности аэропорты, иностранные отели, багаж могли бы защищать наши полицейские структуры с тем, чтобы исключить происшествия, которые произошли недавно. Хотя бы на отдельных туристических направлениях, там, где большее число пассажиров. В Турции наш гражданин Тельман Исмаилов продал свой отель, самый дорогой в мире, построенный на деньги, изъятые из нашей экономики. Он был хозяином Черкизона, то есть деньги все воровские, мошеннические, ушли за границу, то есть турки обогащаются. Если бы он у нас построил бы отель, тогда у нас украл, но у нас хотя бы отель останется. А так все деньги за границу, и там за долги у него этот самый дорогой отель забирают. Друг Лужкова, они чуть не обнимались, братались на очередном празднике при открытии отелей в других местах. Произвол в Геленджике. Опять было нападение на водителя скорой помощи, а под суд пошел сам он. А нападавшие сидят в барах, курят, пьют вино и смеются. Что это за произвол? Когда суды на местах будут подходить по-другому, что нападение на водителя скорой помощи – это недопустимо. Так не только его не защищают, его еще осуждают. Он будет сидеть в тюрьме. А они, эти хулиганье геленджикское, бандиты, крупные бизнесмены, остаются на свободе. Банда Григорьева вывела из страны огромные деньги. Это чудовищно. Поэтому спасение одно – ввести жесткий, строгий валютный контроль. Мы разрешаем вывозить только ту валюту за рубеж, которая идет в счет оплаты по контрактам. Если мы контракт заключили в валюте, то мы должны рассчитываться по нему. А так чтобы всякая шушера, бандиты, мафия вывозили бы наши деньги, это нужно останавливать. Кущевке 5 лет. Но она шагает по стране. Мы знаем, как очередные крупные криминальные группировки вскрывают где-то. В Новосибирске наконец осудили отца и сына Солодкиных. 5 лет в этом зале я выступал. Госдума не поддержала. Некоторые депутаты от КПРФ защищали их. Посадили их теперь. Так кто был прав? Те депутаты в Госдуме, которые встали на защиту этих бандитов, воров, жулье. То есть местные дела проявляются. Я с Новосибирска буду защищать своих новосибирских. Да, он жулик, но мы с ним в волейбол играем. Он негодяй, но мы с ним там в хоккей играем. Такой принцип. Я ни с кем не играю, ни в хоккей, никуда. И тогда, еще находясь в Новосибирске, я требовал их ареста. Их арестовывали, выпускали, арестовывали, следователи пострадали, прокуратура пострадала. Но через 5 лет торжество. Но это связь с Кущевкой. В том же Новосибирске сейчас, вчера, 7 лет дали отцу, защитил свой дом. Нападавший от ударов его умер. Но как мы должны защищать свой дом? Как? Нужно измерять. Куда я его ударю сейчас? Как бы ударить его, чтобы он ушел из моего дома, но он бы чихнул бы не больше. Но это же невозможно. Я понимаю, драка на улице, в ресторане, но человек врывается в ваш дом. Вы должны защищать дом. Уголовник отсидел. Но он его ударил, там что-то с печенью у него, и через час он умер, валялся там в подъезде. Опять 7 лет. Защищаешь свой дом, своих родственников нельзя. Дочь должен был изнасиловать, все деньги забрать, отца семейства избить и уйти. Нормально все. Тогда бы его осудили. А вся семья была бы обесчещена, да? Это хотят наши суды. Мы будем настаивать, чтобы пленум Верховного суда дал разъяснение по пределам необходимой обороны и по вопросам, как вместо бандитов осуждают врача скорой помощи. Мигранты в Прибалтике. Они там сполошились, африканцы к ним едут, азиаты. Пусть вспомнят, как хорошо было с русскими. Им русские не нравились. Мы ушли. Они пускай теперь с африканцами живут. Это хороший урок им всем будет. Как и в целом в ЕС. Они теперь, вся Европа оказывается в страшнейшей,
одна останется перед лицом этой страшной угрозы увеличения мигрантов. А почему? Много свобод, это всем нравится. И много пособий, это всем нравится. То есть достижения Европы ее губят. То есть надо меньше свобод, и к вам меньше поедут. И еще меньше пособий, вам еще меньше поедут. Поэтому когда хвалят, как много свобод в этой Западной Европе, какая там хорошая социальная поддержка, теперь кормите всю Африку. Кормите. Ну, в Приморье мальчик 12 лет спас своего друга 8-летнего. Медведь напал. Взрослые заперлись в доме. Вот это не позор, взрослые, муж с женой. Сфотографировали медведя. Должно быть охотничье ружье у всех у них. Так же нельзя. И случаев нападения медведей по всей стране огромное количество. Надо призвать граждан убивать этих медведей. С ними нельзя шутить. Иначе у нас будут погибать и взрослые, и дети. Ну вот китайцы, значит, пытаются отторгнуть у нас еще часть территории в Приморском крае. Вот он коммунистический Китай. Он националистический, а не коммунистический. И сколько? Мы же с ними в 2004 году заключили договор. Все пограничные конфликты урегулированы. Все. Нет, им еще что-то захотелось. Еще и еще. Ну и, наконец, мальчик в Отрадном выбросился из окна. Несколько лет зависимость от компьютерных игр. Родители решили наказать, забрали шнур. Вот он наказал родителей. Нужна воспитательная работа. Ну, надо особое внимание подросткам там, от 12 лет до 16. Это не единичный случай. Ежегодно несколько подростков выбрасываются из окон. И потом Паша стоит и рассказывает: вот был мальчик, нету мальчика. Ну ты должен знать, как воспитывать. То мы все знания даем человеку. Это ОБЖ у нас кто преподает? ОБЖ для детей в школе. А ОБЖ для родителей ни одной лекции никто не читает. Я предлагал на телевидении цикл лекций. Тоже не хотят. Не хотите меня, другого найдите. Другого нет, передачи нет, а одни детективы, убийства и сплошной вот. Гурченко вчера фильм пошел. Ну каждый кадр или пьют, или курят. Ну какое будет положительное влияние на поколение? А это тот советский период. Да кто его помнит, тот советский период? Что тогда много курили и много выпивали. Зачем же нам самое худшее брать-то? И в том советском периоде, когда она росла, тоже очень многие не курили и не пили.